Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео я покажу, как я делаю меланж на моих бумажных трубочках с помощью морилки на водной основе. Такой меланж мне в последнее время очень нравится, он смотрится легко, ненавязчиво в изделиях. Вот, например, курочку я плела из таких трубочек, получилось очень даже интересно. Кстати, видео по плетению этой курочки я оставляю вот здесь, заглядывайте, смотрите. Или вот, например, подносик у меня из таких трубочек сплелся. Тоже довольно любопытно смотрятся, такие переливы очень интересные. Также видео о подносе я оставляю вот здесь. Можете посмотреть, как я его плела. Конечно, у каждого мастера есть какие-то свои секретики, какие-то свои приемы создания меланжа на трубочках. Я не претендую на единственный мой правильный способ и говорю, что таких способов очень много. Просто в этом видео я показываю, как именно я это делаю. И если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. Не забывайте подписываться на канал, будет очень много всего интересного. А если вы нажмете на колокольчик, то точно ничего не пропустите. Итак, для покраски моих бумажных трубочек буду использовать водную морилку, она мне очень нравится. Здесь у меня подготовлено несколько оттенков. Один будет основным для покраски всех трубочек, это дуб. Я его очень сильно разбавлю водой, для того, чтобы получить менее насыщенный цвет. Далее у меня идут два оттенка для создания меланжа. Это красное дерево, такой интересный морковный цвет, и слива. Ну, здесь не очень хорошо будет на камеру виден оттенок этой сливы, но такой он похож более на махагон, что ли. Я его тоже буду в небольших количествах использовать. Итак, первое, что я делаю, я сейчас вот эту морилку дуб выливаю сюда в лоток, совсем чуть-чуть, я не хочу такой насыщенный цвет получить, и очень хорошо разбавляю это все водой. Проверяю цвет я на моих каких-то испорченных трубочках во время кручения. То есть я их вот так вот опускаю и смотрю, какой цвет у меня в итоге получается. Если меня не устраивает, я добавляю либо воды, либо чуть побольше самой морилки. Ну, в данном случае самой морилки добавлю немножечко. То есть те трубочки, которые у меня во время кручения не получаются как-то, ну, бывают такие там бракованные, я их использую для таких экспериментов. Размешиваю ими эту морилку для покраски и смотрю, как все это окрашивается. Ну, в принципе, результат меня устраивает. Я сейчас в этом растворе покрашу все вот эти трубочки. Крашу трубочки я следующим образом. Я их опускаю сюда такими порциями, купаю. Далее поворачиваю вертикально, ставлю и жду, пока лишняя влага, лишняя морилка стечет. Здесь у меня кончики, которые заклеены клеем. Это потом ничего не будет видно, то что эти белые просветы, они потом исчезнут после высыхания. Вот так, подождала. Далее, что я делаю? Я вот об эту салфеточку немножечко вот так постучу всю эту пачку трубочек и вертикально поставлю их сушиться в контейнер. Вот у меня специальный контейнер, и я их сюда вертикально вот так вот помещаю. Беру следующую порцию трубочек и точно так же с ней расправляюсь. Вот наши трубочки покрашены, поставлены вертикально вот в такую емкость. И сейчас, пока они еще влажные, я буду делать на них меланж. На самом деле делаю я меланж двумя способами, то есть и на влажных трубочках, и когда они уже высохнут. Но различие в том, что если вы делаете меланж на влажных трубочках, то он получается более мягкий, менее насыщенный. Если вы делаете меланж на сухих трубочках, то тогда он получается таким более рисковатым. Мне нравится меланж делать именно на сырых трубочках. Для меланжа я беру вот эти два оттенка. Это у меня красное дерево и слива. И сейчас их буду смешивать. Я хочу получить цвет, который более-менее будет подходить к моим трубочкам, к цвету моих трубочек. Не будет слишком выделяться, но при этом, чтобы было видение, что есть какой-то еще и другой цвет. То есть такого эффекта хочу достичь. Итак, слива, посмотрите, она реально как махагон даже. Такого очень интересного оттенка. Но сначала я возьму немного, то для видео, конечно, не нужно много показывать. И немножечко красного дерева. Можно вот отдельным цветом сделать такой меланжик. Тоже будет очень интересно смотреться.
красное дерево тоже немножечко добавляю. И сейчас я сюда чуть-чуть добавлю водички. Нам это все нужно послабее цвет сделать. Так, перемешаем. Здесь у меня мои 2 трубочки бракованные. Я сейчас ими посмотрю, какой цвет в итоге получается у нас. Он не должен быть насыщенным. Ну, нет, вообще, конечно, делайте как вам удобно. Это я делаю по своим вкусам. Вот такой вот. Ой, камера вообще, конечно, не передает того, что нужно. А еще я проверяю, вот как у меня вот здесь окрашена трубочка. Я что делаю? Я прям на ней сейчас, на этой бракованной, делаю такой пробный меланж и смотрю вообще, как это все у меня получается, как смотрится. Ну, нет, камера вообще не передает, но, в общем, сейчас настройки сделаю. Вот, сейчас лучше видно. Конечно, не как в реальности, не на 100%. У нас тут издержки производства. Камера всегда все искажает, но тем не менее, все-таки переливы каких-то оттенков видны. Меня этот вариант устраивает. Если вам нужно более насыщенный меланж, то тогда добавляйте чуть больше морилки. И вообще ее можно водой не разбавлять, а просто вот прям чистой морилкой уже делать меланж. Для этого мне понадобится все тот же самый лоток, я его помыла уже. Итак, беру я порцию трубочек. Повторюсь, что они у меня еще влажные. Если вы хотите более насыщенный цвет, более резкие переходы, то тогда можно взять сухие трубочки. Раскладываю вот так вот на лотке. То есть кончики у меня не будут окрашены в следующие цвета, а будет окрашена именно серединка. Причем для этой цели я буду использовать кисточку. Итак, здесь у меня разведен вот этот цвет второй. И я вот так вот посерединке прохожусь кисточкой другим цветом. Какие-то трубочки у меня будут не полностью окрашены, то есть с одной стороны. Какие-то у меня с двух сторон будут окрашены. В этом вся соль, на самом деле, потому что как раз-таки интерес такой появляется, очень интересный эффект. Можно даже меланж трехцветный сделать какой-нибудь, например, мокко добавить. Но так как у меня тут мокко закончился, мне пришлось выкручиваться именно из тех цветов, которые имеются. Ну, вот так вот делаю посерединке. Можно даже более насыщенно сделать. А чтобы цвет переходил плавно один в один, то я, смотрите, как делаю. Вот как только я кисточку окунула, я в серединке прохожусь. А потом, когда уже краска вот эта сходит, морилка сходит с кисточки, я очень легкими движениями как бы краску догоняю до краев. Получается, цвет у меня переходит один в другой. Может быть, мой способ очень заморочистый, может быть. Если вы его как-то упростите, если вам понравился, например, этот способ, вы хотите его упростить, упрощайте. С удовольствием делитесь в комментариях своими экспериментами. Будет очень интересно почитать, потому что, как я уже сказала, мой способ не единственный. Некоторые вообще по-другому это делают. Мне удобнее всего вот так. Это для меня вообще считается какая-то медитация, вот красить трубочки. Я прям балдею от этого, поэтому мне это заморочек не доставляет. Конечно, бывает, что нужно все это быстро сделать. Здесь уже да, здесь уже, конечно, нужно как-то убыстрить этот процесс. Почему я не трогаю концы трубочек? Потому что у меня трубочки будут наращиваться, то есть этот конец будет идти в этот. И чтобы вот это наращивание было максимально незаметным, я здесь оставляю одинаковый цвет. Окрашу только в серединке. Вот тогда будет еще и у нас незаметное наращивание. Котик это все подтверждает. Еще, кстати, крашу иногда вот так. Я беру порцию трубочек, вот так раскладываю их в руке на лоток и вот таким вот образом прокрашиваю серединку, постепенно поворачивая. Вот так вот. Тоже очень интересные эффекты бывают. Какие-то крапинки, какие-то неровности. Очень интересно получается.
Итак, трубочки у меня уже все покрашены, я их оставляю сушиться вот в таком вертикальном виде. Они у меня пестренькие. После высыхания обязательно смотрю, устраивает ли меня этот результат или нет. Если что-то мне хочется добавить и время позволяет, то я обязательно это делаю. Не бойтесь экспериментировать, потому что при экспериментах очень интересные эффекты получаются. И на самом деле это вообще сам процесс очень интересный. Трубочки наши высохли. Смотрите, какой приятный меланж получился. Мне кажется, что в плетении будет очень интересно смотреться. При таком способе окрашивания можно и нужно экспериментировать с разными оттенками водных морилок. К примеру, вот эти трубочки у меня были изначально покрашены водной морилкой клен, а сверху я еще прошлась морилкой потемнее мокко. Смотрите, какой приятный меланж получился, я прям балдею от него. А вот эти трубочки были покрашены изначально морилкой мока, а сверху я прошлась морилками палисандр и орех. Но так как все эти морилки немного похожи между собой по тону, то получился очень ненавязчивый, чуть заметный меланж. В принципе, тоже имеет место быть. Но если вы хотите чуть более насыщенный меланж, то берите, конечно, цвета контрастных оттенков. Так он будет более заметен. Но здесь тоже такие интересные эффекты получились. То есть какие-то трубочки вообще у меня стали рыжие, какие-то ушли в фиолетовый оттенок. К сожалению, на камеру всю палитру яркости этого меланжа не показать, но тем не менее вот вживую очень интересно это все смотрится. Так что экспериментируйте, не бойтесь, потому что эксперименты дают порой неожиданные и приятные результаты. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось и идея пригодится. Обязательно делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на мой канал, будет много всего интересного. А если нажмете на колокольчик, то точно ничего не пропустите. Ставьте большие пальчики вверх, пишите в комментариях ваши вопросы, если они у вас есть, или поделитесь вашим способом создания меланжа на трубочках. Мне будет очень интересно почитать. Желаю всем вдохновения, легкого плетения и удачных экспериментов. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!